Привет всем! Вы на канале Пульс Земли, ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 25 марта. Поехали! В селе Таради Астаринского района был зафиксирован сильный снегопад. Снежные осадки начали идти еще 20 марта, и за 5 дней выпало столько снега, что местами сугробы достигают высоты 1 метра. Передвигаться в селе практически невозможно, все дороги были заблокированы, расчищать снег попросту не успевают. Аналогичная ситуация и в селе Сим Астаринского района. Местные СМИ, а также жители публикуют видеокадры выпавших снежных осадков. Жители села говорят, что количество туристов, которые посещают деревню Сим, чтобы увидеть снег, за последние дни удвоилось. Следует отметить, что село Сим – одно из очаровательных уголков Астаринского района. Расположено оно в 45 километрах от районного центра в труднодоступной горной местности на высоте 800 метров над уровнем моря. Село Сим – одно из древнейших поселений Азербайджана, похоже на музей природы под открытым небом. В этом году весна во многих странах и городах на диво выдалась снежной и очень холодной. Интенсивные ливневые осадки, которые обрушились на город Кахамарка в Перу, стали причиной локальных наводнений, а также спровоцировали сход ряда оползней. По сообщению местных властей, от непогоды пострадало 13 районов города. Таких осадков в этом населенном пункте не было за последние 50 лет. В городе был объявлен красный уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют дожди вплоть до воскресенья. Из пострадавших районов проводится эвакуация населения и оказывается помощь. На данный момент 2 человека погибло, 3 числятся пропавшими без вести. Что касается домов, то 3 полностью разрушены, 9 непригодны для проживания, а всего по области пострадало 52 дома. Более 2 недель регион страдает от сильных ливней и переполненных рек. Власти Перу подтвердили гибель 10 человек от смертоносных наводнений и оползней с начала этого месяца. Более 2000 человек получили травмы из-за непогоды. Перу снова сотрясло мощное землетрясение с магнитудой 5,4. Это событие произошло на юге Перу в провинции Арекипа. Очаг залегал на глубине 98 километров. Подземные толчки ощущались в ряде районов Перу. Причем стоит отметить, что это землетрясение произошло в том же районе, где и неделю назад. Тогда здесь произошла серия из 19 землетрясений за один день, самая сильная из которых имела магнитуду 5,5. В результате этого землетрясения были разрушены сотни домов. На этот раз после основного толчка с магнитудой 5,4 произошло 2 авторшока с максимальной магнитудой 3,2. Уже поступили сообщения о камнепадах и оползнях. В некоторых домах образовались трещины, часть построек была разрушена. Землетрясение ощущалось и в Кабанконде, который относится к одному из самых сейсмических районов страны. Мэр округа Мака Сикста Рохас сообщил, что местная церковь, которая является их культурным наследием, также пострадала. Перу находится в так называемом огненном Тихоокеанском поясе, где происходит 80% глобальной сейсмической активности. Со вчерашнего вечера в аргентинском городе Бая-Бланка в провинции Буэнос-Айрес были отмечены сильные порывы ветра до 30 метров в секунду, а также волны, достигающие 3-метровой высоты. Второй день подряд Аргентина страдает от непогоды. Вчера от сильнейшей пылевой бури, а сегодня от сильного ветра с дождем. В результате буйства стихии по городу были отмечены вырванные с корнем деревья, сорванные крыши, навесы и рекламные конструкции. Без света на данный момент остаются 2 района города. Из наиболее пострадавших районов были эвакуированы 40 человек. Пострадал также от непогоды город Пунта-Альта в районе Коронель-Росалес. Тут зафиксированы 30 упавших деревьев и столбов линий электропередачи. Дождь привел к затоплению нескольких улиц. 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Синоптики же прогнозируют такую погоду до конца суток. Огромные рои саранчи атаковали десятки стран в Африке, а в Сомали из-за этого объявили чрезвычайную ситуацию. Небывалое нашествие саранчи в Южной Африке может вызвать массовый голод, который затронет до 5 миллионов человек. Видеокадры, которые вы сейчас можете видеть на своих экранах, это так сейчас выглядят улицы города Граф-Рейнет.
который расположен в восточно-капской провинции ЮАР. Многие местные жители делятся видео в социальных сетях, а власти уже неделю бьют тревогу. Недавние сильные дожди создали условия для массового размножения насекомых. СМИ сообщают, что некоторые стаи саранчи достигают размеров 40 на 60 километров, а это в 24 раза превышает площадь Парижа. Перемещаются голодные насекомые очень быстро, за сутки они могут легко преодолеть более 100 километров. Им потребуется всего несколько дней, чтобы попасть в другую страну. Прошла буквально неделя, когда Испанию накрыла мощная песчаная буря. Как сегодня снова испанский город Малага, который находится в Андалусии, накрыла оранжевая пылевая буря. И это событие действительно удивительно. Испанские официальные лица предупредили население носить маски на улице и оставаться в помещении как можно дольше, не планировать прогулки по улицам и поездки на личном автотранспорте на время прохождения этой бури. Мало этого, эксперты прогнозируют, что огромная масса песка и пыли переместится в Великобританию. Количество пыли, вероятно, будет намного меньше над Англией по сравнению с чрезвычайно пыльными условиями, которые в настоящее время наблюдаются над Испанией. По прогнозам синоптиков, буря может продержаться до субботы. Согласно национальному индексу, крайне плохое качество воздуха в Испании расширилось с начала этой пыльной бури, включив в него южные и центральные регионы, а также Мадрид и Севилью. Снежная весна добралась и до Израиля. На севере страны на голландских высотах выпал снег. Это необычное явление в это время года, когда в стране уже должно быть тепло. В некоторых селениях толщина снежного покрова достигла 20 сантиметров. Полиция закрыла все дороги, ведущие на Голаны. В школах отменены занятия. А к расчистке трасс уже привлекли военных. Вчера на горе Хермон выпало до 5 сантиметров снега, а сегодня еще ожидается 20. Для местных жителей снег в марте – удивительное явление. Уже много лет такой погодной аномалии здесь не было. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, температура будет значительно ниже среднесезонной. Во многих районах страны будут идти дожди, а на Хермоне и в других горных районах Израиля снегопад. Власти отмечают, что нынешняя весна в Израиле одна из самых холодных за последние десятилетия. Индонезийский вулкан Анак Кракатау резко активизировался и произвел серию из 3 извержений утром 25 марта. Первое извержение произошло в 5 часов 26 минут по западно-индонезийскому времени. Вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту 2000 метров. Второе извержение произошло примерно через час после первого, около 7 часов 47 минут. Жители Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 2 километров от пика вулкана. По словам местных жителей, пепел достиг островов, которые расположены в нескольких десятках километров от вулкана. После извержения жители береговой части Лампунга эвакуировались в горы. В 2018 году извержение данного вулкана вызвало оползень и цунами, в результате чего погибли по меньшей мере 430 человек. Следующий шанс увидеть северное сияние может появиться вскоре после того, как астрономы заметили большой объект на поверхности Солнца. В последние недели астрономы были заняты наблюдением за активностью на поверхности Солнца, и их внимание привлек новый объект. В последние дни появилось солнечное пятно, которое как минимум в 2 раза больше Земли. Этот регион был назван AR-2975. По данным Центра прогнозирования космической погоды, солнечные пятна – это области на Солнце, где наблюдается концентрация магнитной активности. Эти области могут казаться темными, потому что они холоднее, чем другие участки поверхности Солнца. При сопутствующих условиях солнечное пятно может спровоцировать солнечную вспышку и запустить массивное облако заряженных частиц, известное как корональный выброс массы. Чем он больше, тем выше шанс увидеть полярное сияние в таких местах, как Канада, США и север Европы. Ураганный ветер рано утром 25 марта накрыл несколько штатов Бразилии. Наиболее пострадавшим от стихии оказался муниципалитет Кампус-Новус, который входит в штат Санта-Катарина. Ветер со скоростью более 28 метров в секунду, зафиксированный метеостанцией Эпагри, оставил после себя след разрушений. Поваленные столбы линии электропередачи оставили на время без света более половины районов города.
Поваленные деревья повредили дома, автомобили, а также заблокировали часть дорог для движения транспорта. В районе выезда на Тангару были повреждены склады и ангары, с которых сорвало крыши. Часть строений оказались разрушенными. И это далеко не все повреждения после разгула стихии. На данный момент проводится оценка разрушений и полным ходом идут восстановительные работы. Синоптики прогнозируют сильный ветер до понедельника, который может смениться потом сильным дождем. За последние сутки на Земле произошло 124 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 6,0. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 10 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Самые красивые скульптуры из проволоки. Произведения искусства, созданные из простых материалов, доступных каждому, неизменно привлекают внимание и вызывают восхищение. Одним из таких материалов может выступать обычная металлическая проволока. Она оказалась чрезвычайно одаренным скульптурным материалом, может одновременно изображать воздушную несовместимость пряди волос или передавать силу жесткой мышцы. Скульптор, применяя в своей работе железную проволоку, обретает нескончаемое обилие живых рядов, изображая людей, животных, птиц или растения. Поэтому и неудивительно, что сегодня так много современных скульпторов используют именно этот материал в своих работах, от изящных ювелирных изделий до домашних декоративных произведений или даже создают крупные структурные монументы. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.